Здравствуйте, друзья! В этом обзоре я расскажу про обновленную версию поворотной камеры Midget 360 градусов, так называемый грибочек, с разрешением 1080p. Забегая вперед, скажу, что обновление вышло весьма удачное и камера достойный кандидат на покупку. Поставляется камера в стандартной для экосистемы белой картонной коробке с монохромной полиграфией, мало отличающейся от первой 720p версии. На задней стороне коробки параметры камеры, из которых основные: разрешение 1920 на 1080, кодирование H265, работа в сети Wi-Fi 2,4 ГГц, угол обзора объектива 110 градусов, диафрагма f2.1. Горизонтальный поворот головки 360, вертикальный 96 градусов. Двусторонняя аудио и односторонняя видеосвязь. Внутри коробки в специальных картонных держателях находится камера. При пересылке она совершенно не пострадала, и бокс с дополнительными аксессуарами. В боксе находится пластиковый кронштейн для крепления камеры на стену, кабель для питания USB, microUSB и блок питания с плоской американской вилкой тип А. Заявленная максимальная мощность блока питания 5 Вт. Это до 1 ампера при напряжении 5 вольт. Внешне камера вообще не отличается от своей предшественницы. На этом слайде новинка находится слева или справа. Да какая разница, они действительно одинаковые. Сзади тоже все совершенно одинаково. Перфорация для динамика, в одном и том же месте разъем питания microUSB и кнопка Reset. Нижнюю часть можно отличить только по наличию QR-кода на новинке. Конструктивно они также одинаковы, имеют крепление для кронштейна, что очень удобно для установки на потолок. Групповое фото трех камер Midget 360. Слева камера 1080p с интеркомом, кнопкой вызова, единственная камера, с которой можно вызвать смартфон, а не наоборот. В центре герой обзора и справа камера 720p. Разъем для microSD карты находится под объективом, и обычно, когда объектив расположен горизонтально, его не видно. Чтобы добраться до него, нужно задрать объектив практически вертикально вверх. Я пробовал карты объемом до 32 ГБ, проблем не возникало. После включения камера калибруется, поворачивая головку сначала по горизонтали, потом по вертикали и соединяется с Wi-Fi сетью. Для работы с камерой используется приложение Mi Home, общее для всех устройств умного дома. Напоминаю про необходимость установки местоположения материковый Китай. После первого запуска приложение обнаруживает камеру и запускает мастер подключения, в котором после выбора вашей Wi-Fi сети генерируется QR-код, который нужно на экране смартфона показать в объектив камеры. После этого камера применяет все установки и через небольшой промежуток времени появляется в перечне устройств. Скорее всего, что после запуска плагина приложение сразу предложит обновить версию прошивки. Плагин имеет стандартный для камер экосистемы вид. В верхней половине экрана окно трансляции изображения, под ним ряд кнопок. Включение звука, скриншот и запись ролика с камеры на телефон. Качество трансляции, разворот на весь экран. Кнопка со стрелками используется для управления поворотом камеры, причем при повороте на экране просмотра внизу слева появляется значок, который показывает положение объектива относительно центра камеры. Кнопка справа вверху дает доступ к опциям камеры. В первом меню настройки камеры. Имеется переключатель диода активности, кому он мешает. Отключение автоматического онлайн-просмотра при использовании мобильного трафика. Настройка режима сна, изображение, включение даты и времени, кстати корректного, не китайского. Исправление бочкообразности, расширенный динамический диапазон и ночной режим. В режиме Home Monitoring можно включить расписание уведомлений по движению в кадре. Кстати, если имеются проблемы с получением уведомлений, то можно установить часовой пояс Пекин Бейджин из меню General Setting. При установке microSD карты в меню Manage Storage выбирается режим записи, непрерывный или только по обнаружению движения. Там же находится пункт управления картой, показывающий ее состояние, свободное место и при необходимости форматирования.
Записанные ролики можно синхронизировать на внешний сетевой диск. Просмотр записанных роликов либо при помощи таймлайна в основном окне плагина, маленькая круглая кнопка справа от стрелок, или по нажатию кнопки Playback, выбор даты, часа и минут записи. Также можно приобрести подписку на облачное хранилище. В сценариях камера может служить как условие при включенном режиме Home Monitoring. Можно использовать условие тревога при обнаружении движения в кадре. Как действие доступны запись и загрузка в облако, режим сна и пробуждения. Видео пишется в разрешении 1920 на 1080, 19 кадров в секунду. При помощи сторонних программ к камере подключиться нельзя. Стандартных протоколов типа RTSP, ONVIF, FFmpeg и других нет. Интеграция возможна только при применении альтернативных прошивок. Сравнение разрешения видео в масштабе с камерой 720p. Оба видео в реальном размере 1 к 1. Кроме этого, у старой камеры съемка идет с частотой 15 кадров в секунду против 19 кадров у новинки. Практичная IP-камера, работающая в экосистеме Xiaomi Midze. Она может участвовать в сценариях умного дома. Качество видео, наверное, лучшее из всех камер экосистемы, а протестировал я их все. Отзывчивая, быстрая, проблем с доступностью к камере я не наблюдал. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые серии, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интересней.